Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Красная пчела». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, в роли партийного критика Кирилл Рычков, а главный герой нашей сегодняшней программы – лидер московских коммунистов, первый секретарь Московского горкома КПРФ, член президиума ЦК Компартии Виктор Царихин. Виктор Алексеевич, здравствуйте. Приветствую. Да, Виктор Алексеевич, здравствуйте. Федор Владимирович тоже, уважаемые зрители, приветствую также и вас. Но учитывая, что, как Виктор Алексеевич сказал, по партии уже поползли слухи, что красная пчела стала покусывать людей, лишний раз рассказывать, почему она стала это делать, не буду. Сразу перейдем к экзаменационной части. Экзаменационная часть, Виктор Алексеевич, кстати, вот один из немногих, кого я считаю человеком, для которого теория и идеология не пустой звук. Он, правда, от этого открещивается. Ну вот, собственно говоря, сейчас мы все это и выясним. Начнем с самых простых вопросов. Мой любимый как раз вот строится вокруг знаменитого «Без теории нам смерть». Вот, со всей очевидностью, смерть это в 90-х годах-то и наступила. То есть Иосиф Виссарионович был прав. Вот. Как этот пробел был восполнен в Компартии? Ну, в том плане, что если вот опыт показал, что без теории нам смерть, теория, как мы знаем, до сих пор так написана и не была, то куда нас ведут коммунисты? К социализму. Я, Кирилл, сознаюсь, посмотрел несколько роликов своими товарищами. В первую очередь отмечу, что я все-таки причисляю себя к ряду моих товарищей, а не одному из, хотя мне очень лестно это слышать, но мы единая партия с единой идеологией, единой программой победы. И достаточно часто звучало, почему в нашей программе победы нет ни слова про социализм. Ну, товарищи этот момент пропустили, сразу переходя к сути вопроса. Так вот, наша программа победы, которая, как она называется, уважаемые члены первички «Аврора»? Как у нас называется программа? Я не член первички «Аврора». Надо доработать. Кирилл, это программа, с которой мы сейчас идем на выборы, называется «От выживания к развитию». Эта программа начинается с абзацев. Если первый описывает достаточно кратко, что ситуация дрянь и необходимо ее менять, то второй начинается с того, что КПРФ говорит, что будущее – это социализм. После чего начинается перечисление 10 пунктов, которые в зависимости от изложения программы кратко-подробно раскрываются либо кратко, соответственно, либо подробно. Так вот, именно с пути к социализму строится программа КПРФ «От выживания к развитию», принятая на майском пленуме, в дальнейшем на съезде принято. Я к чему? Я к тому, что согласен, что без теории нам смерть. Более того, я даже готов приводить пример действующей политики государства, которая строится на трехлетних платах бюджета, которые, опять же, потом достаточно сильно корректируются, а также на стратегических программах развития, из которых вывода и в целом реализация программ вызывает много вопросов. Я сильно останавливаться не буду. Я вот буквально недавно это демографическая программа, да, стратегия развития страны, которая, возможно, в отчетах и дала какие-то результаты, но сказать, что это как-то изменило количественное населения нашей страны за счет внутреннего прироста, а не миграционного, нельзя. И, допустим, пресносущная программа по развитию внутреннего туризма, в которой было угрохано огромное количество денег, и где же результаты. Так вот, в отличие от перечисленного, я могу уверенно сказать, что программа «От выживания и развития», с которой мы сейчас выходим на кампанию, является результатом долгосрочной работы как и практиков, так и теоретиков, как теоретиков от марксизма, так и от действующих экономических теорий, социологической теории и ряд других профильных наук. И она опробирована не просто в узких кабинетах, между собой поговорили, сказали, вот хорошо и было бы, если бы цены на продукты первой необходимости не превышали там 10% наценка на них, либо же ЖКХ на семью не превышал 10%. Это результат достаточно плотной, полномерной работы, реализованной в экономических формах, коих было несколько. Если мы говорим про международную часть, про борьбу с фашизмом на международных форумах, а я напомню, что на последний международный приехало порядка 100 стран, и они были представлены там более 190 делегациями, которые поддержали именно ту часть нашей программы, о которой шла речь тогда, экономическая часть. Владимир Иванович о ней, Кашин, докладывает достаточно часто, поддержана. И более того, поддержана, у нас же проходит такая штука, День поля периодически, она, может быть, не столь близка, как регионам, тем не менее, именно там во многом реализуется та программа, о которой мы говорим. Та самая «От выживания к развитию», и я напомню, что согласно ней же это путь к социализму, к построению социализма.
Так вот, если мы говорим об этой части теории, то нельзя не коснуться, что она и на практике опробирована. Здесь мы обязаны вспомнить о народных предприятиях. Опять же, я, может быть, забегаю вперед или лезу там не в ту сторону, но отмечу, что часто слышу, что народное предприятие – это несуществующий термин в юридической практике на сегодняшний день, о чем вы говорите, полная чушь, но это не так. Народное предприятие, понятно, что, может быть, нет в нормотворческой истории, но о чем речь? О том, что руководитель народного предприятия, можно сказать условно, что владелец, собственник средств производства, исходя из текущей нормативной базы, а в то же самое время у него нет сверхдохода, у него нет сверхприбыли. Мы говорим про предприятие Хузангаевское, про совхоз имени Ленина. Оно направлено на развитие, в том числе и социального пласта. Таким образом, руководство не получает сверхдохода, оно получает кратно, исходя из того договора, который есть с сотрудниками, определенное количество долей, исходя из дохода предприятия после вычета на развитие, на налоги и прочее, прочее. Вот она ключевая часть экономического развития. Если мы перейдем к вопросу о том, как все отобрать и поделить, может, мы этого и коснемся, или куда девать частную собственность. Даже в текущем капиталистической системе есть примеры реализации социалистически верного подхода, я в этом уверен, к организации непосредственно производства, извлечения прибыли и прочее. В общем, теория есть, теория опробирована, теория реализуется, есть исторический аспект, безусловно, практика Советского Союза, текущий аспект практики Китая, Вьетнама, о котором мои товарищи говорят открыто. Так что дело за малым, применить это в нашей стране. Но сказать, что это будет завтра, вот мы овладели теорией, мы готовы, и теория это догматично, нет. То есть теория видоизменяется. Опуская, что к нашим товарищам вопрос-то я как раз строил не про программу Победы, а про программу партии. И спрашивал не столько про неупоминание социализма, сколько про неупоминание коммунизма, так как партия это все-таки коммунистическая. Согласен остаться в предложенной вами плоскости, тем более, что упрек в части того, что я не знаю название, вполне справедливо. Я просто воспользовался моментом и свои извинения. Ответная пощечина за всех. Ладно, хорошо. Буду, что называется, цепляться к словам, а именно вот к заключительному положению по поводу практики СССР. СССР можно условно разделить как минимум на 3 вида социализма. Сталинский, хрущевский, брежневский. Горбачевский, соответственно, социализмом считать уже не будем, хотя он очень напоминает китайский, о котором вы, к слову, тоже сказали. К какому социализму все-таки ведет нас коммунисты? Ведут? По поводу программы партии. Программа партии, вот я буквально кратко, да, чтобы не выходить. Есть программа партии, которая в Минюсте находится, которую партия приняла тогда еще в 90-е при создании. Она в целом определяет направление развития. И там про коммунизм. На самом-то деле немало совсем, и про социализм немало. А конкретно, который... Федор нашел целый абзац. Вот. Как минимум. Немало. Самое важное. Потом медленно. Ну, кстати, очень емкий. Я ответил, что ты говоришь, нет, я говорю, да вот же есть, причем все там. Это да, это программа. Коммунизм будет обязан. Партия, которая у любой должна быть. Это же провокация, Федор. Конечно. Это понятно. Но понимаешь, что ни один из тех, кого я спросил, не стал говорить «есть». Да. Они все молчаливо соглашаются. Да, и главное, они приходят по одному, я не ожидал от тебя такой подставы, что ты сдашь, что да, там есть. Я за правду, потому они искренне говорят, да, я уверен, что товарищи понимали вот весь троллинг этого вопроса и переходили сразу к раскрытию сути. У меня даже сомнений в этом нет. Да, а текущее от выживания к развитию, повторюсь, это принято сейчас после апробации, включения, до этого же было 10 шагов. То есть она претерпевает изменения, потому что мир вокруг нас меняется технологическая доступность, промышленная доступность, экономическая теория претерпевает изменения. Теперь по существу заданного, какой именно социализм, опять же, я, может, сейчас проявлю свою серость, это как низшая стадия, да, перехода к капитализму, она в любом случае отталкивается от текущих экономических, промышленных возможностей, международной политики и прочее. Я считаю, что в целом мы сейчас ближе к сталинской, потому что те достижения Советского Союза, которые были достигнуты, они успешно были потеряны в 90-е годы. И мы говорим, президент говорит о необходимости восстановления промышленного суверенитета. Что есть сталинская индустриализация? Как раз таки укрепление машиностроительных парков, даже можно говорить об урбанизации, хотя в сегодняшней перспективе
Это не самая лучшая история, с моей точки зрения. Так вот, сейчас мы говорим о ней, потому что огромное количество достижений было утеряно, и сейчас их необходимо возвращать чуть ли не экстренными методами. Потому что команда первого лица государства в 2018 году восстановить промышленный суверенитет на сегодняшний день привела к тому, что сильно укрупнились объемы поставок. И в то же самое время, вот даже сейчас, в начале августа, ряд уголовных дел, которые не прозвучали в широкой прессе, но там в ряде изданий прозвучали, собственно, по обращению Минпромторга по развитию ключевых отраслей нашей промышленности. То, что, допустим, на лазеры, на линзы у нас чуть ли не один производитель с достаточной научно-исследовательской базой на всю страну остался. Это повод задуматься. А история про то количество самолетов, условное, опять же, понятно, что это не сталинское время, но все же основы были заложены тогда, которые выпускал в Советском Союзе, и малая авиация была нормой. Я сейчас в Арктику готов был уйти, остановлюсь. И сегодня, когда мы ставим себе колоссальные задачи по количеству, там, условно, 150 бортов в год, потом говорим, что-то не дотянули, давайте меньше. И при этом я не умаляю достижений сегодняшних промышленников, которые действительно что-то пытаются, но сама экономическая ситуация не предполагает развития. Так вот, говоря об этом этапе, я говорю, что нам сейчас необходимы чуть ли не сталинские меры. Нам необходимо переходить на плановую экономику. Нам необходимо, и, кстати, об этом уже говорит и программа, нам необходимо национализировать ресурсную базу, национализировать средства производства, которые на сегодняшний день сохранились. По большому счету, вспомните, когда иностранные компании уходили из страны, была такая некоторая судорожная попытка взять под контроль государства оставленные производственные мощности. Но через какое-то время это привело к назначению внешних управляющих и, по сути, просто перераспределение средств производства между действующей олигархической верхушкой. Еще не все, кстати, выжили, выплыли, или, несмотря на существующие каналы рынки сбыта, смогли себя сохранить всего лишь за 5 лет, коль на то пошло. Хотя мы говорим о стратегическом производстве, которое должно, оно прибыль только начинает приносить, там в ноль выходить лет через 5. Там все была база, только юридически решить эти вопросы. И с одной стороны, посредством процедуры редомицеляции, слово новое просто недавно выучил, хотел использовать. Что оно означает? Да, оно означает, что компании, которые раньше находились за рубежом после начала введения глобального числа санкций, переехали к нам в нашу юрисдикцию, а вот свои акции перевести нормально свои активы в нашу юрисдикцию не смогли. То есть, с одной стороны, они отображаются как акции, принадлежащие российским компаниям, а с другой стороны, в их коде содержится иностранная привязка. Вот такой интересный аспект. Для гражданских отношений человеческих это не сильно важно, а вот в ряде процессов избирательных, конечно, это большой удар. Ну, ничего страшного. Я к чему? Несмотря на то, что здесь разобрались с той частью производства реального продукта, разобраться так и не смогли. Программа Победы, программа от выживания к развитию, она как раз-таки и направлена на изменение сложившейся ситуации. Поэтому, говоря о формировании социалистического общества уже в ближайшие дни, мы, безусловно, говорим о необходимости принятия ряда законопроектов, которые к этому приведут. И тут мы уже пошли по шагам. Так, национализация, так, обеспечение достойных условий труда, обеспечение социальными благами тех, кто на сегодняшний день, ладно, не буду городить, молодых родителей, собственно, молодых специалистов и так далее, так далее, так далее. То, что часто звучит как популизм, при раскрытии этой темы, при обосновании ее законопроектами, о чем как раз Николай Васильевич Коломейцев говорил, приобретает совершенно конкретные черты. Хочешь общество социальной справедливости, которое будет развиваться, прекрати ты тратить основные ресурсы государства на закупки за рубежом и слушай тех, кто является прокладкой между закупкой за рубежом и реализацией здесь продукта псевдо нашего. Начиная вкладываться в развитие собственной промки, снижая налог на добычу полезных ископаемых, увеличивая экспортный народ, чтобы ресурс оставался здесь, превращался в продукт. Ну, это если уж совсем... Да, я почему пытаю своих коллег на предмет того, все-таки к какой модели, если угодно, социализма склоняется партия, или даже, может быть, они субъективно склоняются, то в данной ситуации не принципиально. Цель же не вскрыть непонимание коллег разницы, хотя такое тоже имеет место. Цель, если поставить себя на место избирателя, особенно если я как избиратель, представитель, допустим, малого бизнеса, и уж тем более среднего бизнеса, мне бы хотелось понимать, где грани той самой национализации, о которой так много сейчас говорится в программе партии.
То есть буквально же она, тут вопрос даже не в том, социал-демократическая она или социалистическая, речь идет о том, что и нам всем это понятно, что для того, чтобы поправить положение дел в стране, нужно, чтобы основные отрасли действительно вернулись, я бы даже сказал, в лоно государства. Но я, как вот мелкий лавочник, мещанин и так далее, я очень тревожусь, что коммунисты, как всегда, заиграются, вот, и отберут мою любимую парикмахерскую и так далее. Вот, то есть, вот опять же, пример там всяких сталинских артелей и так далее, и акцент на том, что это вроде как то же самое малое предпринимательство. Мы же все знаем, что артели – это очень специфический бизнес, и средства производства там все-таки были обобществлены. Вот, и говорить о том, что это все-таки вот та самая идеальная конвергенция, мы не можем. И вот это буквально единственный аспект, главный, по крайней мере, вот в части избирательной давайте кампании. в него перейдем. Давайте. Нет, от того, что я скажу и уже сказал, что мне сейчас ближе сталинская модель социализма, это не значит, что вот четко шаблонизированно действуем. Иосиф Виссарионович сделал так, все значит так. Не нужен частный бизнес, давай исключительно артель, совхоз, колхоз и прочее. Собственно, мое видение всего этого процесса. Условно, завтра Компартия получает большинство в парламенте. Идет процесс национализации природных ресурсов, средств производства на ключевые отрасли промышленности. То есть, золото, нефть, сырье, редкоземелка. Все это под контроль исключительно государства. Для обработки, переработки производства из этого продукта, который необходим для планового развития государства, это компании госсектора. Собственно, те же самые государственные компании. Для производства продуктов употребления, не обязательных, то есть не продуктов питания, сейчас речь не про бензин, а про какие-то дополнительные блага, условно, бензин для обеспечения промышленности, для обеспечения личного подсобного хозяйства, для личного использования, его же можно посчитать, сколько его будет, добавить какой-то коэффициент, условно, 15%, и выводить на бензоколонки, в которых большая часть акций, большая часть владения принадлежит государству. Но для того, чтобы в условиях нашей огромной страны сохранить определенную мобильность при принятии решений, часть там может остаться за коллективной собственностью местного уровня. То есть, условно, федеральная, условно, региональная, либо районная контроль. Ну и собственность. Коллективная. Опять же, меня могут осудить больше практики в этой части. Однако же, для того, чтобы произвести топливо для личной яхты и прочих именно избытков, то для этих целей по остаточному принципу, то, что в план не укладывается, но в добыче производится, либо в продукте производится, пожалуйста, закупай. Пожалуйста, закупай без спекуляционных космических наценок, то есть под задачи государства, под задачи обеспечения общества. Дальше идет под задачи этих самых пока еще не выкашенных до конца класса буржуазии. Я на самом деле столь грубо и прямо об этом говорю, потому что в том обществе социальной справедливости, обществе социалистическом, для того, чтобы приобрести дополнительные блага, условные яхты, не нужно будет грабить огромные тысячи людей на продукте их труда, а достаточно будет просто развиваться вместе с обществом. Через какое-то время на огромных просторах водных вполне у каждого может появиться яхта, правда, не 30-метровая, да, она будет меньше, но у нас и в Советском Союзе были примеры, когда молодые люди могли обучаться яхтенному спорту за бесплатно, государство вело. Собственно, где мы возьмем деньги для обеспечения? Вот для задач государственных соответствующее субсидирование, для задач личного пользования без субсидирования за полную цену. Вы скажете, откуда человек возьмет на это средства? Переход к социализму, он занимает в любом случае время, это не мгновенная история. Даже мы когда говорим, потому что сталинская конституция была отражена как общество социалистическое. Сколько к этому времени прошло? 12, 13, 14 лет активного супертруда и, опять же, вопрос восприятия социализма. Таким образом, если мы говорим о малых формах труда, причем парикмахерская, вы как владелец парикмахерской, на которую работают 10 стилистов, да, 10 барберов и парикмахеров, вы, безусловно, будете и риски, и доходную часть делить вместе с ними. Вы как конкретно парикмахер, у которого есть помещение, вот эта небольшая площадь, ему принадлежащая, идет в аренду от государства, от района. Государство, я понимаю, широко вместе с районами федеральными, доработать сколько тебе влезет. Вот действительно, работай, пожалуйста, у тебя есть такая возможность. И любые иные формы труда самостоятельного, я не вижу в них запрета, если это не касается доступа к переработке критически важных ресурсов.
Все, пожалуйста. Более того, даже уже переработки критически важных ресурсов невозможно, точнее, я считаю, что это возможно, но в слишком уж отдаленном будущем, организовать всю цепочку производства сопутствующего продукта без вовлечения труда вот, локальных, малых и средних фирм. Создаешь условия, при которых они будут заинтересованы поставлять именно государству условные там линзы для условных лазеров, да, то есть необходима поляризация линз, необходимо стекло это произвести. Почему бы не создать условия, в которые будет интересно зайти среднему бизнесу и быть уверенным, что государство у него приобретет эти линзы на протяжении 10 лет. Государство, в свою очередь, посредством исследовательских разработок понимает, что эти линзы нужны в течение 10 лет, либо если понимает, что технология устарела, переходит в диалог с собственником среднего производства и говорит: так, нам теперь нужны не двояко выпуклые, двояко вогнутые. Сколько тебе надо за времени, средств, мы тебе субсидируем, перестраивая свое производство. Таким образом, мы получаем бизнес, который заинтересован в долгосрочном планировании, долгосрочной работе, рабочие места и прочее, в противовес текущей ситуации. Ты производишь то, что рынку уже не нужно, все, иди лесом. Ищи дополнительный ресурс для перенастройки своего производства. Либо же по тендерам у нас продолжается закупка того, что уже вообще не надо. То есть сколько мы можем говорить о том, что при импортозамещении наших операционных систем, наших офисных приложений, нашего железа мы получили продукт, который характерен больше там, к 1995 году, когда банальные функции тех лет выполняются со скрипом и с трудом. Я просто в том числе работаю на нашей отечественной скрепной машине. Но это просто дурдом. Мне проще на телефоне иногда функции выполнить. Кстати, на китайском. Очень важный вопрос в свете представления о том, как должна быть устроена социалистическая экономика будущего, это внешняя торговля. Должна ли быть у государства монополия на внешнюю торговлю? Безусловно. На все? На ключевые продукты, на ключевые отрасли. То есть мы говорим про плановую экономику, мы говорим об экономике, в которой заложено 80% внутреннего рынка, и мы говорим, что 20%. Но в то же самое время, когда мы говорим о производстве дополнительного продукта, те же самые линзы, вернемся к ним. Ты обязан государству поставить. Государство говорит: окей, ты нам это поставил. У тебя возникает избыток, который ты не можешь реализовать на внутреннем рынке. Это не является продуктом критически важным, стратегически важным, продавая его за рубеж. Но, соответственно, пошлина для продукта, который вот не является критически важным, одна, а топливо на нефть, как на прямое сырье, или что там стекло, там песок, да? Кстати, песок тоже ресурс. А на песок она будет настолько высокой, что тебе будет просто невыгодно его продавать на сторону. Мы говорим о сферическом вакууме, где работают и таможенные службы, и контроль, и вот серые схемы там работают весьма с трудом. Это сферический вакуум, который может стать реальным через вот ряд как законотворческих изменений, так и социальных изменений. Может ли в этой экономике будущего Россия оставаться частью мировой финансовой системы? Может. Может? Я не вижу в этом никаких препятствий. Более того, я вижу здесь определенное развитие, когда у тебя государство является основным игроком для внешней торговли, когда она основной игрок, государство что тоже принимает участие, и определяя, сколько остается излишков ненужных сейчас, может поставить их за рубеж, но вполне себе может и участником. В конце концов, у нас Советский Союз каким был? Вторым, третьим с точки зрения экспорта продуктов за рубеж. Я сейчас говорю про сложные технические изделия, про самолеты и прочее. Я на всякий случай уточню, предположу, что меня, может быть, неправильно поняли. Я говорю о наличии своей суверенной финансовой системы, своего рубля. То есть вот сейчас мы часть мировой долларовой системы. Мы вынуждены торговать за доллары, продавать за доллары, покупать за доллары. У нас все за доллары. У нас есть как бы там бивалютные, тривалютные корзины и так далее, но они все равно пересчитываются в долларах. Вот так вот мир устроен. Есть подозрение, что свою вот экономику, заводы, пароходы и так далее, без наличия своей суверенной эмиссии построить не получится. То есть, если вы все время зависите от того, что деньги надо добыть где-то извне, то есть, зло-то в моем представлении либеральной экономики-то в чем было? То, что мы почему-то все время ждем, что откуда-то придут деньги, и только тогда мы сможем что-то построить. Тогда как вот сталинская экономика, на которую вы ссылаетесь, она как раз вот ввела двухконтурную систему и ту самую бесконечную миссию, которая упиралась только в количество людей. Я вот когда спросил о монополии на внешнюю торговлю, в большей степени подразумевал, если мы приходим к некой вот суверенной финансовой системе, то вот эти вот остальные товарищи, которые торгуют, они тогда торгуют, простите, в чем?
То есть какой вот финансовый смысл продавать или покупать что-то за доллары, если у нас внутри суверенная финансовая система, если, опять же, вы считаете ее необходимой? Я соглашусь с необходимостью суверенной системы. Более того, даже, опять же, после введения санкций, вот эти именно рублевые продажи, мы же сейчас, собственно, имеем, что у нас внешняя торговля ведется в рублях. Они просто переводятся в зарубежных банках и, соответственно, там либо живут, либо приходят к нам. Значит, на самом деле я глубоко не погружался, сейчас постараюсь просто поразмышлять в этом направлении. Для того, чтобы закупить то, что мы пока не производим за рубежом, это вот в том уже сферическом будущем, необходимо иметь средства обмена внешне, котирующиеся снаружи. Соответственно, продавая наружу свой товар, имея в представительствах, в банках, наших банках, находящихся за рубежом, счета и агрегируя там валюту, на которой держится мир, а я потом еще отдельно скажу про... Господи, из головы вылетело тот международный сейчас между нами, Китаем. БРИКС? Да, про БРИКС. Просто из головы вылетел. Вот, что действие БРИКС не исключено, что к гегемону именно долларовому приведут к его окончанию. Я не говорю, что там юань будет, да, а может быть как раз таки тривалютная корзина появится. Так вот, закупая на средства, агрегирующиеся в нашем банке за рубежом дополнительные товары для производства чего-либо у себя, даже не с точки зрения государства, а даже от частного собственника, ну почему бы и нет? То есть смысл тебе заводить сюда валюту для приобретения излишков, если у тебя внутренний рынок насыщен уже товарами, как первый, второй, так и возможным излишком. Соответственно, тебе необходимо только средства производства дополнительные, не средства производства, а вот комплектующие, дополнительный продукт, который ты можешь закупить за рубежом за их валюту. А давайте, правда, останемся в этом сферическом вакууме. Да. Если вот мы с вами президент, я премьер-министр, ну, в том плане, что мы команда большевиков, которые вот наконец-таки как раз вернулись в город, и мы налаживаем жизнь. Нам нужно заново вот построить, как я уже сказал, заводы, пароходы, порты и так далее, и так далее, и так далее. Единственное, что нам нужно в данной ситуации от Запада, учитывая, что ресурсов-то у нас очень много, вот, это технологии. То есть, в общем-то, количество денег, которые нам нужны для того, чтобы их купить, их, в общем-то, незначительное количество. Я вот опять же, когда ставил вопрос о монополии на внешнюю торговлю, скорее акцентировал вот внимание на аспекте, связанном с тем, что а нужна ли вообще эта торговля? То есть, если мы выстраиваем, вот, как можно предельно сократить мое сомнение, как вы считаете, автаркия – это жизненная необходимость или вообще можно обойтись в этом смысле? То есть, должно ли наше с вами государство будущего производить все самостоятельно? Или, учитывая наши дружественные отношения с целым рядом стран, часть из наших вот хозяйственных беспокойств мы спокойно можем переложить на международные отношения, международную торговлю. Уже переложили, спасибо большое. Вот доперекладывались. Да, так что я опять же не являюсь гиперфантастом, когда мы отделились от всех и успешно развиваем абсолютно все. Банально какая-то редкоземелка, которой у нас все-таки нет, либо ее до нее глубоко, она наверняка есть. Все, да? Я уже все проверил, все есть. Вообще даже та, которую мы не 17 знаем. Миллионов квадратных километров. Это же просто мрак. Тем не менее, нужна нормальная связь. Именно поэтому отцы-основатели коммунистической идеи неспроста говорили про интернационализм, про братство народов. Это глубоко еще и экономическая мысль. Когда твоя идеология является родной для большей части мира, у тебя отпадает вопрос как раз внешней экономики. Включается, правда, тот вопрос, по которому периодически спрашивают, да, а как мы допустили, что Украина столько территорий себе нахапал, но это, может, там, не этого часа беседа. Так вот, я уверен, что международные отношения нужны, как минимум для проникновения туда культурного феномена, вот такого, как социализм и коммунизм. Что сейчас успешно делает Китай? Супер успешно. С другой стороны, мы видим ситуацию с Кореей. Однако же у нее нет 17 миллионов квадратных километров, у нее нет такого количества ресурсов. Они просто с опорой, да, действующие с опорой на собственные силы выжимают все, что можно. Тем не менее растут, при этом добывают технологию, которую
у самих нет возможности производить, у соседнего того же самого Китая, который, по-моему, в 3 конца с них собирает ресурсов за те же самые технологии. Тем не менее, у них получается. Но я не считаю это идеальным путем, и руководство Кореи точно так же смотрит на рынок, на внешний мир, на внешний рынок, и периодически пытается выстроить контакты. Сейчас у нас, по-моему, очередная виток попытки, или просто наши газетные утки о том, что Южная Корея пытается скорее выйти в диалог. Значит, это, безусловно, нужно. Но подавляющее число ключевых и дополнительных продуктов мы должны производить самостоятельно. Таким образом, переводя рубль чуть ли не в валютную экономику. Ведь доллар как ключевое средство обмена – это искусственно созданная ситуация. И с золотом неплохо справлялись. А потом в силу ряда геополитических причин давайте доллар, всем так удобно. Поэтому я не сторонник сжиматься в собственных границах, я сторонник распространения коммунизма на весь земной шар. Я 2 пробела в знаниях заполнил. Наверняка Федор Владимирович тоже не знает. И зрители, кстати, часто ошибаются по этому поводу. Золота, во-первых, на всех не хватит. В том плане, что невозможно, если что, золотом обеспечить. То есть нельзя золотой стандарт ввести. А с редкоземельными металлами, кстати, многие, это вообще сплошь и рядом. Речь не идет не о том, что они редки, их то есть сложно найти. Речь идет о том, что все эти металлы это такие микроскопические содержания в кубометре руды, и его надо с определенной технологией извлекать. Но суть не в этом. Давайте меня заинтересовала ваша фраза про экспансию идеологическую Китая. А какой геополитический пример такой экспансии можно назвать? Кроме количества договоров у Китая с Нет, иными... вы сказали просто, что Китай продвигает социалистические идеи на геополитической арене. Да, я и говорю. А мне Китай всегда казался наоборот, такой в этом смысле закрытой скорее страной. То есть Советский Союз буквально выстраивал социалистический лагерь. Китай, мне кажется, только на себя. Хотя я знаю, что вы воспринимаете Китай как такой живой наглядный пример, на который можно ориентироваться. Именно так я воспринимаю. И я хочу, опять же, мы не изобретаем сейчас велосипед, многое было в свое время. Когда советские студенты по обмену заезжали в разные страны, а подчас к себе приглашали студентов для того, чтобы Патрису Лумумбу, сколько мы уже и анекдотов слышали на этот счет, и что страны Африки, которые близки к соцлагерю на сегодняшний день, не отвернулись от нас после введения санкций коллективного Запада и продолжают диалог в том или ином формате. Так и у Китая на сегодняшний день супер развито. Я не назову сейчас цифрах. Интересующиеся могут посмотреть, я сам для себя посмотрю. Количество студентов, приглашенных непосредственно в Китай, и количество студентов, направленных из Китая в иные страны. То есть целые делегации. Мы работаем непосредственно в Москве с китайскими студентами, потому что они близки нам по духу, часто члены партии. Так несколько тысяч за год только в Москве проходят по экскурсиям, это не по 3 раза, там экскурсия, она все-таки на 1 раз, в стенах Московской городской думы. Мы регулярно проводим круглые столы с китайскими товарищами, которые находятся в Москве, они исчисляются тысячами, они приобретают знания, они возвращаются, их применяют. Также и наши ребята. Я из личной практики, я вспоминаю 2013 год, когда геополитика, она сейчас для меня, конечно, темный лес, но тем не менее. Тогда это была прям непроглядная мгла. Мои товарищи, депутаты региональных парламентов 13 лет назад, своих детей отправляли учиться туда. То есть после получения образования у нас высшего, для получения дополнительной вышки, направляли именно в Китай. И еще не все дети возвращались. Я, конечно, крайне негодую от подобного подхода и за развитие нашей системы образования. Но эта практика была и 13 лет назад. И уже тогда шел разговор о том, что Китай этим занимается. Интеграция своих молодых ученых в иные производства, она и привела отчасти к тому, что мы на сегодняшний день видим. С точки зрения экспансии. Из банального. Помните, когда у нас рынок европейских машин перекрылся, тут же открылся канал по завозу из Китая. И в первую очередь мы увидели хейт со стороны, я уверен, во многом проплаченных маркетологов, которые формировали посты, рухлить, развалиться, прочее. Прошло 4 года. У меня с этого момента было 2 китайские машины, не потому что развалились, а потому что разные регионы надо было оставлять.
Где этот хейт? Его нет. То есть искусственно созданная история о том, что все это плохо, в это время Китай, а Васька кушает да ест. А в это время Китай продолжает поставлять нам свою технику, продолжает нам поставлять своих специалистов, продолжается вот этот культурный обмен, и они даже результаты своей политической работы, вот, допустим, 14-ю пятилетку закончили, начали коммюнике на всех языках мира. И всем, собственно, направили. А сейчас идет по партийной линии, вы можете сказать, что это все равно закрыта какая-то история, партийная линия, но открытие библиотек. Допустим, у нас в Горкоме открыта библиотека, посвященная как раз-таки социализму с китайской спецификой, и книги, переведенные на русский язык, Си Цзиньпиня, 5 томов, с достаточно подробным разбором, как товарищи строили у себя социализм. Многотомный труд, надо все-таки до конца его изучить. Есть и культурное проникновение. С точки зрения культурного проникновения отдельно. Материалы. Я готов сейчас рассказать о том, что между красной линией, это наш телеканал, и не произнесу, и Синьганьшао, и Синьхуа. Абсолютно верно, спасибо. Есть 5-летний договор. Скажу больше. 22 год. Я в каком-то из регионов по поручению партии включаю телеканал, развлекательный СТС. Связи практически нет, то местность, где я нахожу. Один день включаю СТС в районе 10 вечера, другой день вернулся к 11 включаю, и китайские ленты. Китайские ленты на абсолютно коммерческом нашем обычном эфирном телеканале. Ты заходишь в в зеленый кинотеатр в интернете, количество, правда, южнокорейской не буду отрицать, тоже немало, и китайской кинопродукции, повальная просто история. То есть, если мы не замечаем это не значит, что этого нет. А в то же самое время вот документалистика, книги, образовательные процессы, внедрение промки, эти процессы идут. Результат мы увидим, возможно, внезапно, но тем не менее товарищи вот свою идею доносят до всех. Еще один пример. В моменте этот самый TikTok, это было даже буквально пару лет назад, а TikTok в Соединенных Штатах Америки в моменте был признан чем-то, что этот самый как раз-таки агитирует за идеи социализма, и его прикрыли. И для себя эти самые ребята молодые из USA открыли такую штуку, как Red Note. Наверняка сталкивались. Это социальная сеть китайская, у нее есть китайское название, красная книжечка. И оказалось, что многоуровневые магистрали, супербыстрые поезда, развитая инфраструктура в городах, застройка гор социальными объектами, собственно, социальные объекты и скорость строительства настолько поразила молодежь, что вот этот феномен просуществовал примерно недели 2, а потом TikTok вернули. Не дай бог ты будешь туда смотреть, не дай бог ты будешь реально проникать. Еще момент с запрещенной в нашей стране соцсетью X. Когда там ввели глобальный переводчик, то, что произошло вот в сообществе, находящемся там, также можно назвать культурным феноменом мирового масштаба. Оказалось, что, во-первых, русские там далеко не всем враги, и совершенно нормальные ребята, и многие треды это подтверждают. А во-вторых, конкретные примеры Китая вызывают восторг у всего мира. Тоже большая, кстати, проблема. Люди начали смотреть, а что действительно там такое уважение к своей культуре и сохранение на протяжении лет, и при этом еще есть достаток и прочее, прочее. А где же велорикши, грязь и прочее? А этого как-то особо нет. И в это же самое время в азиатской части мы видим пример Южной Кореи, который, опять же, в культурном плане до нас долетает в основном всякая шляпа, которая является результатом нахождения там американского контингента, как соседние страны, нетрадиционные ценности и прочее, прочее, прочее. Вот она по Грамши культурное становление социализма. То есть есть примеры, есть. А чем у нас только про Китай? У нас вообще выбор на носу. Давайте мы это назад. Как мы будем строить социализм? А давайте вот буквально, чтобы закрыть тему Китая, больше интересно мнение. А вы считаете Китай нашим другом, товарищ? А я считаю Китай нашим товарищем. Да. Я не считаю именно Китай, к слову, не переходит с нами в межгосударственных отношениях на расчеты в рублях. Я не считаю его добрым дядюшкой, там, Хаттабычем, волшебником на голубом вертолете. Это больше миллиарда граждан, которые определили для себя путь социалистического развития и занимаются развитием своей страны, занимаются успешно. Ищут себе союзников. Они прикидывают риски. Им невыгодно переходить с нами в открытую фазу международной торговли в том виде, которым она есть. Да мы и сами пару лет назад с каждой желтой страницы кричали: «Вау, мы серые схемы для себя открыли», рассказывая об этом с гордостью.
Есть фанатизм, а есть реальные шаги, исходя из текущей экономической, промышленной, международной ситуации, которые ведут к цели. Важно, чтобы эта цель была не увеличение кармана отдельно взятых граждан, а качественная социализация жизни у всего общества, построение социализма. Давайте к выбору. Давайте. Вопрос простой. Мы, собственно, с вами в кухонной обстановке его часто обсуждаем. Это вот та самая пассивность граждан. От выборов к выборам от коммунистов слышим, вот это голосование будет протестным, люди придут, будут принципиально голосовать, значит, то есть Компартия, даже для тех, кто ее так или иначе критикует, должна стать вот тем самым кандидатом против всех, но в данной ситуации кандидатом против власти. Как бы вы оценили состояние вот общества, если угодно, сейчас? Вы мне не раз говорили, что люди пока сыты. Пока люди сыты, они пока еще и неохотно ходят. То есть как бы вы оценили сытость, если угодно, нашего избирателя сейчас? Сейчас потихонечку подложечка начинает поднывать. То есть время обеда близко. Но если мы из этого тезиса плавно перетечем в революционную ситуацию, то у нее 3 показателя. Верхи, низы, понятно, но еще готовность, маска, самоорганизация. И, собственно, экстренное ухудшение состояния жизни граждан. Я на сегодняшний день его не вижу. Я не соглашусь с тезисом, что голосование за КПРФ – это голосование против всех. Но в конце концов, даже сейчас даже не мы, даже не члены партии, не агитаторы, такие просто оценочные таблицы выдают, как безоценочное суждение, но с результатами голосования на протяжении лет. О том, что ни одна из партий не занимает позицию, направленную на улучшение жизни граждан. Они носят точный какой-то косметический характер периодически, а чаще всего приводят к набиванию карманов. И мы единственные, кто системно выдерживает линию на протяжении всего этого времени, как и инициативами, так и голосованием по иным инициативам. Я это к чему? Я к тому, что партия себя позиционирует, я вижу позиционирование партии как самостоятельной политической силы, которая пытается достучаться до умов и сознания. Более того, я вижу, что у нас это получается. Не только в разрезе текущей избирательной кампании, вот этих локальных ростов, оценок, опять же, которые делают под заказ. Вот их все делают под заказ. Мы, когда проводим эти мероприятия, мы тоже заказываем эти мероприятия, не результаты. Но, тем не менее, все эти оценки, они потом разбиваются о результаты голосования, а скорее даже за то, что смогли защитить в ходе голосования. Так вот, к чему я? К тому, что не только на протесте, не только на позиции против всех, а на конкретном видении образа будущего развития нашей страны строится наша программа, строится моя работа, работа Московского городского отделения. Мы на это продолжим упирать. С точки зрения граждан я сейчас вижу не только сытость, несытость. Я повторю свои тезисы о глубочайшей апатии. 30 лет вам вдалбливают в голову, что депутаты это прям вообще бесполезные дармоеды, совершенно никому не нужны, выпускающие законы, которые мешают вам жить. На одну формулировку нормального депутата 550 каких-то этих самых, а тут же реплика насыщенных остракизмом. И это раз за разом. В это же самое время колоссальное количество производства, опять же, на культурном уровне антисоветских материалов, которые рассказывают, что мы уже были в коммунизме, хотя и не были. Мы были в социализме, закончилось все это плохо, хотите как раньше и прочее. Мы же с вами через это проходим каждый день, нужно критическое мышление, чтобы сказать, вы все врете. Но это критическое мышление, это определенное напряжение. Тут мы говорим уже о людях, которые пашут постоянно, и периодически нам бывший главврач страны заявляет, что вообще надо круглосуточно. Я понимаю, что это наброс, я понимаю, что это попытка вызвать у меня непосредственно бурление, но в конце концов, куда несет эту мысль? Я к чему? Я, к сожалению, не могу сейчас уверенно сказать, что все осознали важность политики, потому что то давление, которое оказывается на умы, сознание и состояние своей рубаха ближе к телу, надо на что-то прожить, оно все еще очень сильно. Но я не устану призывать, я не устану убеждать, что если на выборы вы не придете, за вас это сделают, и за вас определят дальнейшее развитие. Я постараюсь продолжить взывать к разумному, доброму и объяснять, что без непосредственного участия вы всегда будете в хвосте принимаемых решений, и, скорее всего, они будут не самым лучшим образом на вас отражаться. Загнул как. А что, кроме голода, на ваш взгляд, способно заставить человека пойти на выборы? Я хотел бы сказать забота о будущем, потому что я действительно так думаю, но я произнесу иначе, это безопасность детей.
по большому счету, все, о чем мы говорим, я сам был ребенком, которого воспитывали родители, находящиеся в условиях 90-х, когда действительно еда это была проблемой. Тем не менее, справились. Сейчас мы достаточно зажиточные и подзажратые по сравнению с тем, что было в 90-е. Но как раз-таки это состояние, то есть локальной зажратости, не отменяет того факта, что будущее становится более и более туманным. И вот сейчас, когда я отвожу ребенка в школу и понимаю, что он закончит, именно непосредственно вот не школу в целом, а этот конкретный учебный день, его необходимо будет на несколько дополнительных занятий отвести. Потом не исключено, что репетитора нанять, самому посидеть, позаниматься, чтобы уложить всю вот эту историю ему в голову, за все это надо заплатить. А в какой-то момент, не дай бог, там ногу сломал, руку сломал, все, болты. Мне аппендицит прихватило, и на неделю выпал из рабочего процесса. Потери не столько финансовые, сколько вот по задачам, которые передо мной стоят, я понес колоссальнейшие. Я не один такой, что поломавшись и даже восстанавливаясь по ОМСу, ты теряешь возможность жить. Ты обнуляешься, ты в кредитах, у тебя нет какой-то финансовой подушки. Когда на ряде рассмотрения бюджета в регионах говорят, самая инвестиционная подушка в нашем регионе достигла 4%. 4% от дохода люди смогли инвестировать в свое будущее в те или иные инструменты. Это же, кстати, считается. Это ужасное состояние. И ты, получается, живешь одним днем. Ладно ты, ладно я, да, то есть у нас у каждого голова на плечах, я-то уж как-нибудь справлюсь. Дети мои делать что будут? В какой момент они должны будут перейти в такое же состояние, как у меня сейчас, паши или сдохнешь? Зачем вообще им это будущее? И вот на это я бы упирал, когда призывал бы сходить на выборы. Если ты не участвуешь активно в политической жизни каждый день, если ты не занимаешься вопросами, почему я живу во дворе, в котором ничего не происходит, которого подтопление, в котором растет количество парковок, но причем они становятся платными, и при этом уменьшается количество зеленых зон. А чтобы выгулять ребенка, мне необходимо проехать 3-4 станции на 3-4 остановки на автобусе. Кстати, денег еще за это отдать обязательно. Почему у меня нет этой возможности? Почему у меня платное образование? Если задуматься об этом, то окажется, что все это та самая система по отжиму ресурсов, средств у населения для обогащения локальной группы граждан, которая у нас растет. Не как в Китае, вы об этом говорили. Но она растет, исходя из того, что откуда у нас колоссальные задачи, у нас послание президента, у нас промышленный суверенитет, безопасность, демографическая, а деньги у вас откуда во всем этом процессе, когда у нас строится элитка здесь вот там недалеко, да, и тут же скупаются квартиры, вы где деньги взяли? Объясните мне, сирому убогому, откуда у вас там по 300 миллионов на квартиру, и что вы в ней будете делать? Вот зачем? Чуть-чуть. Последние 2-3 минутки помечтаем. Я вот, знаете, одно из таких лейтмотивов эфиров с покусывающей красной пчелой был вопрос о том, к чему все-таки стремимся. То есть вот коллеги наши зачастую сводят все до благосостояния трудящихся. Я им акцентирую внимание, что есть такое обоснованное предположение, что когда-то вот разворот к благосостоянию трудящихся от вот великих планов по преобразованию природы и строительству большой такой инфраструктурной системы, этот разворот, возможно, нас и подвел. А некоторые трансформируют это благосостояние с некой вот материальной составляющей до свободы возможностей, среды для развития и так далее. А мне, как мечтателю, хотелось бы видеть в коммунистах людей, у которых есть план не как сейчас, вот лет на 20 или 50, а на 100 тысяч лет. Куда все-таки должно стремиться нация? Я вот даже, вот, наверное, здесь употреблю такое слово. Вот через 1000 лет, как бы вы представляли себе ту страну, которую вам бережно передали в руки избиратели? С точки зрения нации, я сразу оговорюсь, если мы под нацией оба согласимся с понятием коммунист, вне зависимости от места рождения, цвета кожи, да, ширины скул и прочее, я соглашусь, да. Так вот, с точки зрения вот этого мирового сообщества коммунистов, сколько там, 10, 100? Хотя какая разница? По большому счету. Тысяча. Минимум 1000. Не, я понял, там 100 тысяч или 10 тысяч. Я бы, безусловно, видел освоение всего доступного пространства, до которого можно дотянуться, возможности максимального саморазвития как духовного, так и культурного, при снижении ресурса затрат каждого отдельного человека на производство вот необходимого минимума. То есть
пытаюсь, чтобы не быть там косноязыким, либо уводящим в сторону, через 100 тысяч лет я, будучи коммунистом... Рабочий день будем бесконечно сокращать? До нуля? Он должен быть сокращен? Мы превратимся в то состояние, когда если то, что ты делаешь, приносит тебе деньги, то это не работа. Я проснусь, я подойду к мольберту, начну писать, но мы, опять же, здесь не про деньги. Я закончу свой рисунок, выставлю его на межгалактическую там, выставочную там, NFT, да? Вот. Все скажут: вау, ты молодец, я восхищенный пойду, собственно, пообедать с семьей в парк, где предоставлены бесплатные продукты питания, после чего подключусь к общественному сознанию и соглашусь с выводами, либо покритикую о новых теориях. А затем соглашусь с тем, что готов лететь, осваивать новые миры, там, планеты. Условно, если мы еще дополнительные планы бытия совсем уже, да, там, планарные не изобретем. Но все это такая фантастика. Я бы сузился, что буду уверен в том, что у моих детей будет действительно счастье и возможность саморазвития. Мне вот прямо понравился. Секунды я представил себе в этом отличном прошлом. Я представил, как люди с отвращением вспоминают рабочий день, понятие проклятого капитализма. Люди свободны от рабочего дня. Это будет архаика, оставшаяся в мифах. Да. Там не будет отвращения, это будет просто нечто мифическое. Пошили, сдохнешь, да. С отвращением относимся к древнему рабству, так вот люди будущего к этому. Ну, вот, у нас, как они могли, как они темнокожих в терпели. Америке только в том столетии начали пускать в общее заведение. Там не такое уж древнее. Это не убавляет отвращения. Это Может быть, факт. даже прибавляет. Это факт. Ну что, товарищи коммунисты, все? Да. На сегодня... Регламент, к сожалению. Да. Можно сказать, теория экспансии выстроена в нашем эфире и отправлена на согласование в ноосферу. В программе первый секретарь Московского горкома КПРФ, член президиума ЦК КПРФ Виктор Алексеевич Царихин. Спасибо. Спасибо вам. Генеральный директор «Авроры» в роли партийного критика Кирилл Викторович Рычков. Сегодня не особо. Модератор процесса, политический обозреватель Федор Бирюков. Благодарим за внимание. Мир вам. Совету передается вся государственная власть.